Я почти подошел к входу в больницу, когда передо мной внезапно остановился бездомный пес. Худой, грязный, еле державшийся на лапах. Он просто стоял и смотрел на меня, не давая пройти. Я устало нахмурился и холодно бросил: «У меня нет еды, уходи отсюда». Но пес не сдвинулся с места. Это мгновенно вывело меня из себя. За 2 года борьбы за жизнь дочери во мне накопилось слишком много боли и злости. Я потерял терпение и грубо оттолкнул его. Его легкое тело скользнуло по земле, но он все равно попытался подняться и снова посмотрел на меня. Я отвернулся и пошел дальше, словно ничего не произошло. В палате все было, как всегда, тяжело и тихо. Моя дочь уже 2 года лежала в коме. Я сел рядом, взял ее холодную руку и тихо прошептал: «Я здесь». В этот момент аппараты внезапно начали издавать тревожные сигналы. В палату ворвались врачи, началась паника. Она теряет пульс. Я пытался подойти ближе, умоляя спасти ее. Но ни лекарства, ни разряды дефибриллятора не помогали. И тогда произошло нечто странное. Дверь неожиданно открылась, и в комнату вошел тот самый бездомный пес, которого я только что унизил. Он уверенно подошел к кровати, словно никого вокруг не замечал. Я закричал, чтобы его выгнали, но почему-то сам замер. В его взгляде было что-то необычное. Пес осторожно запрыгнул на кровать и начал лизать лицо моей дочери, будто пытался разбудить ее. Это вывело меня из себя. Я схватил его, резко стащил на пол и выгнал из палаты. Он не сопротивлялся, только тихо заскулил. Но перед тем, как уйти, снова посмотрел на меня взглядом, который почему-то задел меня до глубины души. И тут случилось невозможное. Аппараты начали стабилизироваться. Врачи растерянно переглядывались. Состояние дочери внезапно улучшилось без всяких объяснений. Они называли это чудом, а я все сильнее думал о том псе. Несколько дней я не мог выбросить его из головы и начал искать его по улицам города. Я спрашивал прохожих, ходил по дворам и пустырям, пока, наконец, не увидел его возле дороги. Он лежал почти без сил. Я тихо позвал его, и он узнал меня. Несмотря на слабость, пес попытался перейти улицу ко мне. В этот момент все произошло слишком быстро. Раздался визг тормозов, и машина на огромной скорости сбила его. Я бросился к нему, поднял на руки и понял, что он умирает. Я помчался с ним в ветеринарную клинику. Врачи сказали, что ему срочно нужна операция, иначе он не выживет. Я сразу согласился оплатить все, что потребуется. Впервые за долгое время я чувствовал, что обязан сделать хоть что-то правильно. Но именно тогда мне позвонили из больницы. Состояние дочери резко ухудшилось. Я сорвался обратно. Увидев ее, я не выдержал и расплакался. Сжимая ее руку, я шептал: «Прости меня, я был плохим отцом. Меня никогда не было рядом. Только не уходи». И вдруг мониторы начали реагировать. Сначала слабо, потом все увереннее. Пальцы дочери дрогнули, а затем она медленно открыла глаза. «Папа», — тихо произнесла она. Я не мог поверить в происходящее. Спустя 2 года комы моя дочь очнулась. Позже нам позвонили из ветеринарной клиники и сообщили, что пес все еще в критическом состоянии. Мы сразу поехали к нему. Когда дочь увидела его, ее глаза наполнились слезами. Тогда она призналась, что давно знала этого пса. Она тайком кормила его возле школы и часто играла с ним, пока меня никогда не было рядом. Эти слова ударили сильнее всего. Я понял, сколько моментов из жизни собственной дочери пропустил, гоняясь только за деньгами и работой. Мы вместе сидели рядом с псом и молились, чтобы он выжил. Через некоторое время аппараты начали показывать улучшения. Ветеринар удивленно сказал, что животное вне опасности. Следующие дни мы почти не отходили от него. И впервые за долгие годы я по-настоящему понял ценность простого присутствия рядом с близкими. Ни денег, ни статуса, а времени, проведенного вместе. Когда пса наконец выписали, мы вернулись домой втроем. Огромный роскошный особняк вдруг показался мне пустым и холодным. Я посмотрел на дочь и на собаку и осознал, что всю жизнь строил богатство, забывая о самом главном.